Каждый уголочек имеет плавные закругленности. Стекло спереди и сзади супер крепкое, по заявлениям Шиллера. Отполированная сталь по краям, то есть даже не алюминий. И углы продлевающиеся, то есть это такое цельный монолитный устройство. Обратно қараса, X көрсетіп отыр. Тастаса, кейін сөйлесесің ғой. Қараса, новый, міне мен. Осыны аламын. Серый космос и серебристый. Мынау ма? Хуйня екен. Айфонның презентациясы отырыпты ғой. Соны көрдеші одан. Абсолютно новый ретино-дисплей. Супер ретино-дисплей. И наверняка это OLED-дисплей, о котором так много говорили слухи. Қарса, экран полный. Новый, мынау ма 8 деген? О не бағана онда тұртасын көрсетті. Қай, жамайды же? Жама. Размер дисплея 5,8 дюймов. Жама. Разрешение 2436 на 1125, то есть отличное. Именно на самом деле мы видим сейчас ровно 458 ppi. В общем, мы видим абсолютно то, что было по слухам, но факт. Color in the glass. iPhone X has an all-new display. It's called the Super Retina display. The level of quality and responsiveness and efficiency is really quite a breakthrough in mobile displays. To start with, the Super Retina display is 5.8 inches on the diagonal. It's got 2436 by 1125 resolution. That's over 2.7 million pixels. Технология OLED, он поддерживает технологию HDR, Dolby Vision, HDR10, то есть это реально такие дисплеи ставятся в очень дорогих телевизорах. И похоже на то, что действительно что-то будет невероятное, несравнимое ни с какими Samsung'ами. 3D-Touch, Truton, естественно, тоже здесь. This is the first OLED display great enough to be in an iPhone. Traditional OLED displays had great benefits. High contrast and resolution. Backlight means you can make them thinner. They came with trade-offs, brightness and rich colors and color accuracy, at least compared to our Retina displays. Он говорит, что вы можете поднять дисплей даже раньше и просто тапать по нему, чтобы его разблокировать. Больше нет кнопки, естественно, Home, это все видим. Supports HDR in both the Dolby Vision and HDR10 айфонов. It has an incredible 1,000,000-to-1 Честно, мне вот очень интересно, как это все будет работать. It integrates our unique 3D touch technology right into the display. And like iPhone 8, так, чтобы попасть на хоум-скрин, True Tone. достаточно просто свайпнуть снизу вверх. Прямо по экрану не надо никаких кнопок, просто свайп вверх. Why not? Неплохо. Также это работает и внутри системы. Если нужно вернуться на Home, просто свайп снизу вверх. То есть вот такой вот теперь элемент управления. Вы просто сворачиваете приложение. В общем, этот жест теперь работает для того, чтобы свернуть все приложения. Если вы свернули не до конца, вы включаете мультитаск. Something we use hundreds of times a day for so many tasks is an opportunity to rethink how Она iPhone включается наверняка. Естественно, Фил Шиллер говорит о том, что вы можете вызвать голосом, сказать «Эй, Siri, привет, Siri», или вы можете нажать кнопку сбоку, кнопку включения-выключения. Что касательно разблокировки истории айфона, говорит Фил Шиллер, естественно, Face ID. Сейчас он говорит о том, что первый iPhone, в первом iPhone не была функция Slide Unlock, которая была очень популярна, мне нравилась. Начиная с iPhone 5s, в устройстве был встроен Touch ID, который позволял очень быстро разблокировать ваше устройство, благодаря, естественно, отпечатку пальца. iPhone 5s стал золотым стандартом Touch ID.
Or you can now press the side button. It's made iPhone larger once you X press it in. разблокируется просто от вашего взгляда. И, в общем, Face. I know what you're thinking Face about. ID. What about Собственно, unlocking? к сожалению, сюрпризов не получилось с одной стороны. С другой стороны, When this has been very important part of the iPhone user вау. experience Вот, from не the знаю, very напишите в beginning. комментариях, пообсуждайте, что я потом обязательно почитаю, что вы думаете по этому поводу, но мне кажется, это очень круто. This protected the Потому что я iPhone верю в то, что from Apple turning on единственная when you компания didn't на want it рынке, to. которая Face ID запустила в классном рабочем режиме, в каком-то тестовом. Made it fast and easy to protect all your Camera data System, and то есть unlock вверху your там phone with just установлено your fingerprints. огромное Touch ID количество became the gold standard in consumer датчиков, device инфракрасная biometric камера, defense. Fluid Illuminator, не знаю, что такое, передняя камера и считыватель точек, очевидно. Также микрофон, прокси, в общем, куча сенсоров. Вот в этом маленьком местечке расположено раз, два, три, четыре, 8 сенсоров и динамик. We call this Face ID. Он говорит о том, что когда даже в темноте вы смотрите инфракрасный датчик, Face ID вы понимаете, что is это the вы, future of how we will unlock our smartphones and entire точечный протектор, and make Face ID раскидывает possible по to the most вашему advanced лицу technology миллионы we have точек, ever created. And much of it is и они, packed собственно, right up here сканируются into this устройством. tiny little area at the top of the display. We call this То есть делается математическая модель вашего лица, и каждый раз It is made up of при incredible включении state-of-the-art устройства он ее technology. сканирует и разблокирует Infrared устройство. camera, a flood illuminator, the front side camera, and Для a вас это dot все происходит projector. незаметно. And that's not all. There's also the proximity sensor, the ambient light sensor, the speaker and microphone, all packed into this true-depth camera system area. It is amazing. Here's how it works. Технология распознавания Face ID построена на нейронных сетях, которая построена на машинном обучении, то есть со временем Face ID, хочешь не хочешь, а будет работать лучше и лучше и лучше. То есть через год, два, три он будет, если даже сейчас на старте будет разблокировать так себе, через раз, то через какое-то время будет просто бомба. Было специальное железо разработано для машинного обучения алгоритмов и работы Face ID. Они встроены непосредственно в процессор A11. With that, they developed multiple neural networks to create Face ID. And to process the machine learning in Face ID's neural networks, we built Apple's first ever neural engine. Yeah, показывает сейчас, как производится настройка Face ID. В стиле Apple, то есть вы вращаете просто лицом перед камерой, по всем сторонам, он ее прекрасно понимает и запоминает. Face ID, по словам Филашвили, абсолютно не важно, в очках либо не в очках, в шапке вы не в шапке, пострижены, не пострижены, в косметике, не без косметики. Причем он запоминает, как ваше лицо меняется, то есть появляется щетина, борода и так далее, и он это все отслеживает. В общем, я, честно говоря, верю Apple, верю в то, что у них это будет работать не как у Samsung, а реально будет вау. But for all of us, it's just super easy and fun to use. When you set up Face ID, you just follow the on-screen instructions. It tells you how to move your head around in the camera. Он говорит о том, что они делали специальные маски, вот это вот фотографии реальных масок, которые использовались для тестирования всей этой технологии, и я верю в то, что это вау. Главный вопрос, который сейчас беспокоит всех, включая меня, сколько денег Apple? Естественно, все данные о лице защищенные, но необходимо ваше внимание для того, чтобы разблокировать, то есть просто если вы его включите дисплей и не будете смотреть на iPhone, то он не разблокируется. Make sure the Face ID can easily be spoofed by things like photographs. They've even gone and Сейчас он worked говорит о том, что with Touch professional ID mask это был makers золотым and makeup artists in стандартом Hollywood по безопасности и защите данных. Face ID. These are actual masks used by the engineering team to train the neural networks to protect against them. Face ID. Вероятность того, что разблокирует кто-то ваше устройство, Worked hard to 1 в protect 10 your тысяч. face data. Face ID один шанс из миллиона, что ваше устройство будет разблокировано.
То есть это еще более безопасный способ хранить ваши данные. Шанс того, что другой человек, взявший ваш iPhone, случайно его разблокирует, 1 к миллиону, в то время как Touch ID 1 к 50 тысяч. How secure is it? Well, there's no perfect system, not even biometric ones. But as we said earlier, Touch ID is the gold standard for consumer device biometric protection. And the data for Touch ID is 1 in 50,000. Meaning, the chance that a random person puts their fingerprint to unlock your iPhone has been about 1 и in посмотреть на устройство. 50,000. И, в принципе, все. Я вам скажу так, когда я вчера читал о том, что будет, сейчас рассказывает о том предложении от приложений разработчиков, которые могут использовать также Face ID, я, честно признаюсь, когда во всем этом читал, мне казалось какой-то чепухой, абсолютно невменяемой. Но вот Apple говорит об этом на презентации, и выглядит это прям просто вау. Честно, напишите, что вы думаете по этому поводу. И сейчас рассказывают о преимуществах Face ID. Кстати, даже иконка, соответственно, той, которую слили пару дней назад. Hopefully you don't. Face ID also works with Apple. О том, что вся эта система камер просто невероятная. Что еще? В iPhone X будет интересно, кроме экрана и Face ID. Эмоджи. Опять же, об этом рассказывали неделю назад. Вы можете теперь с помощью вашего лица делать анимированные эмодзи. Не знаю, как правильно. Анимоджи. Это, конечно, уже переходит в какую-то дичь. Ребят, пока рассказывают об анимоджи, я вас призываю просто. Я очень люблю лайки в Инстаграме. Подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на мой Твиттер. Обязательно подписывайтесь на канал. Вас ждут классные обзоры и видосики, в том числе iPhone X. Я непременно до него доберусь, разберу, распакую, посмотрим, как все это дело работает. Так что обязательно подписывайтесь. Вот прямо сейчас нажмите кнопочку подписаться. Я буду очень-очень рад. А пока нам демонстрируют, как работает анимоджи. В App Store вы выбираете. То есть вы просто смотрите на устройство, выбираете какой-нибудь, который эмоджи вам нравится, и он будет повторять ваше лицо, движение бровей и так далее. В общем, ребят, 21 век, как бы на дворе реально вот такие вот технологии уже, пусть они сделаны абсолютно бессмысленно ради фана, но они уже есть, они уже рядом, и это правда очень-очень круто. Так, Крейг Федериги выходит на сцену и покажет, как все это работает. Emojis track more than 50 facial muscle movements. They've been meticulously animated to create amazing expressiveness. Я абсолютно горд показать вам первую живую демонстрацию The way you create and share an emoji are right from within Apple Messages. И давайте посмотрим. Осталось 30 минут, очень похоже на то, что больше мы ничего сегодня не увидим, кроме... You can pick from a dozen different animated emojis to share and express whatever you want to express to your family and friends. So iPhone X is packed with innovative technologies that enable new user experiences. So here we are. I'm really excited to invite out Greg Federighi to show you iPhone X and what it's like to use it for the very first time. Greg? I'm just going to go. Hey, everybody. В общем, все слухи подтвердились на самом деле. Я думаю, что многие сейчас пообламывались, не очень рады, им кажется, все это туфтой, но я вам уверен и заверяю вас в том, что вот это вот стандарт, и через 2 года не будет устройств с кнопками. Вот я вот уверен. И показывает, как это все работает. Вместо кнопки Home теперь простой свайп вверх-снизу. Вау, посмотрите, круто фотографии выглядят. Это просто вот с этой гранью, ну честно, вау. Is unbelievable and get right in. So here we are, and you see this expansive display. It's just a beautiful. Ну я хочу, ребят, я не знаю, как вы, но я вот, честно, я сижу уже, у меня уже ладошки вспотели, руки трусятся, iPhone X мне очень-очень срочно нужен. Apple, скажи, где и почем. Couldn't be easier. You just swipe from the bottom, just like this. Throw the app right back into the home screen. Let me do that again. Свайпает до середины экрана и переключаться между приложениями.
at the Я web. верю в то, что It за just этим looks будущее. Я верю в то, что Apple сейчас сделала в Samsung Your photos, весь of китайский course, рынок. are just Вот, прям gorgeous as well. посмотрите, как можно круто свайпать между приложениями просто слева направо. Это вау. Control-центр, кстати, как он запускается? Now, video, of course, is unbelievable on the Super Retina display. It looks great in Control-центр portrait, с верхней части экрана запускается. landscape. Of course, this Немножко кто-то отличается. HDR Возможно, будет на первых порах как-то путать людей. incredible. Phil told you a little bit about multitasking on the device. Let me show you. I'm just going to jump into Maps. If I want to move Дело в том, between что my Face ID работает applications, действительно, I can показывает. just swipe up and stop. My other apps all come in. I can get at them with the Смотрите, tab. но три телодвижения. Поднимаете, смотрите, и еще нужно сделать That свайп, easy. чтобы And we have a разблокировать. great shortcut as well. You can actually move back between apps just by Я swiping думаю, along the bottom like this. что это делается, если это будет реально работать так, как демонстрирует, то это будет делаться на Now, автомате. you may be И wondering about нажатие control просто center. кнопки Home, когда вы хотите разблокировать Right where your его. status indicators are in the upper right-hand corner, you can just Apple Pay, swipe down and get a control center. двойной клик сбоку, посмотрели на девайс, приложили. Все Let's take a look очень-очень круто. again at Face ID, because unlocking your phone is just amazingly intuitive. You just AR-кит, который демонстрировали, о котором я рассказывал и показывал Apple, также интегрировал в новое устройство и показывает Snapchat. But now it's also incredibly fast, so I'm just going to do that again. Just raise it, И look выбирать at it, маску. swipe. I don't have to wait. Ну, It's also собственно, really smart. So let's say I wake my phone and I'm not дело в looking том, at this. что Stays невероятно locked. But once I give it my attention, привязывается все вот эти вот unlocks анимашки к лицу. and I'll get right in. It's really cool. Now, Face ID is also great for Окей. Apple Pay. Ребят, давайте To думать register, над double click тем, the side button. когда продаж, почем и где. And I can get in То with же самое just с like that. эмоджи. Сейчас Now, нам the покажут, как true это depth camera работает. behind Face ID isn't just about authentication. In По fact, факту we've дополнительный extended какой-то AR примочек, incredible new face tracking capabilities that provide a whole new class of augmented reality experiences. Now, we've been working on one with Snapchat, and I'd like to show it to you Можно now. отправить стикер. We also let you manipulate launch in. You see, it builds a mesh in my face, and now I can Можно just запускать select the полноэкранном mask. режиме. В общем, все это баловство. Реально, я думаю, что The tracking is just unreal. Check out this one. самая классная какашка. Есть какашка. Я Now даже look знаю, at the кто мой detail over любимый the эмоджи. eyes. Или хрюша. Incredible metallic reflections. The quality of the tracking, it's just stunning. Черт, а почему нет просто смайлика? Вот просто смайлик, кстати, было бы, на мой взгляд, очень круто уже здесь. Now, of course, many of us like Говорить to обо всем об communicate этом. with Эмоджи и какашка, and with the собственно. emoji, we can now breathe our В общем, own ребят, personality я в дичайшем into our восторге. favorites. Я сейчас сижу, у What's меня available is вот an прям app right inside of ребеночек. Messages. So I can just go right in here, and it immediately starts tracking me. So I can make whatever expression I want, and just pick that up and use it as a sticker, drop it on my message like that. В общем, опять же, We also let you люди manipulate these in балуются full с screen. эмоджи. Я чувствую, что больше Audition your показать им favorites with касательно some really iPhone great X ones, like the kitty cat, so нечего. expressive, В общем, Face ferocious. ID, анимированные эмоджи и новый экран. Happy puppy. Я думаю, это более чем отличный повод, чтобы купить девайс, и особенно все будет стоить плюс, например, там 150 или 100, 200 долларов, я не знаю. Это будет более чем справедливая цена за новые технологии. The unicorn, mythical creature, Ребят, нас между favorite тем of the смотрит startup. 32 тысячи. Огромнейшее вам спасибо за то, что вы присоединились ко мне на канал. Yes. Да, правда, это очень приятно, очень здорово, что вы здесь. If you were by chance Еще wondering раз what подписывайтесь humanity на would канал, do, обязательно given распакуем этот access to девайс, the most распакуем iPhone advanced 8. facial tracking technology available, you now have your Буквально answer. вот завтра, послезавтра буду делать видосики. Подписывайтесь на мой канал на Телеграме, Now, telegram.com. these can be so much fun, you're going to want to share them. В общем, Unfortunately, we let you спасибо, что record вы есть, спасибо, messages. что I'm going to record a присоединились, message и мы here проводим for этот вечер Tim. вместе, это правда здорово. Hey, Кстати, Tim, I'm not sure what the protocol is here, but I'd like to call dibs on the fox for my итак, вот он, favorite первый emoji. взгляд на Which one do новый you iPhone like? X. Hey, Tim, I'm not sure what the protocol is here, but I'd like to call dibs on the fox for И my Фил favorite Шиллер снова на emoji. сцене. Я Which думаю, на one do этом you все like? закончится. Сейчас будут Now, озвучены you can send цены. it with just a tap, and it appears as a Ага, looping камера. video right inside the transcript. We're really lucky for our grand finale. We might just get a response. 12-мегапиксельная камера с более быстрыми, Oh, here it более is. большими Let's take a сенсорами, look. с новым
Color фильтр, более глубокие пиксели, апертура 1.8.4 ровно такие же, как Let's wrap this thing up. камера по факту очень по характеристикам соответствует камере за iPhone 8. Здесь дополнительная опция, которая называется двойная оптическая стабилизация, то есть она помогает вам избежать дополнительных вибраций при съемке видео какого-нибудь. Отлично смотрит, класс, я заскину сейчас секундочку. Не уходите пока из видео. Now let's talk about the amazing cameras in iPhone X. И iPhone показываю. X has dual. Кстати, iPhone называется не X, а iPhone, не iPhone X, а Faster iPhone sensors, 10. wider sensors, just Обратите like in внимание, iPhone это правда 8. очень-очень There's new круто. color filters, new deeper ладно, pixels, ничего крутого, но an тем не менее. f1.8 aperture on the wide-angle camera, and a faster f2.4 Опять же, aperture on the демонстрация telephoto. возможностей камеры, это очень-очень здорово. More light to the telephoto camera. The big news on the camera in the iPhone X is that темное it's время dual суток, optical в image сумерках. stabilization. That means there's OIS on both the wide angle and the telephoto lens. That's a lot of magnets moving around in a very small space, but it helps with compensating for handshake Который and to take в более better темное photos and время videos. суток работает еще краше. There's also a better quad LED two-tone flash that is twice the uniformity of light Фото on сделано our на iPhone subjects. 10 без So let's look at some вообще photos никуда taken не было from the дополнительной backside обработки. camera on iPhone X. This is absolutely beautiful. Great dynamic range, detail, low noise. This is a beautiful Естественно, photo. камера отлична для 4К Textures видео. are simply stunning. И вот, кстати, демонстрация реактив, видите, на кухне, ты сидишь, рубишься в какие-то игры. Look at that. Это правда очень-очень круто. Не знаю, как вы, ребят, но я правда в дичайшем восторге сижу с происходящего, просто что-то невероятное. Я заскинул еще раз. Сколько нас людей? iPhone X is fantastic. Фронтальная камера. iPhone X you get great portrait modes, especially in lower light. And iPhone X supports the brand new portrait lighting feature as well. Тут камера. Right off of iPhone X, not retouched in any Селфи way. тоже теперь можно делать в портретном режиме, это правда очень круто, со всеми такими примочками, портрет лайтинга. В общем, я вам хочу сказать так, что я хочу iPhone 10. И что самое прикольное, вы обратите внимание, iPhone 10 доступен только в одном размере, и их нет двух сайзов, размер именно плюса, один обаянник чип, и это очень классно, ребят. Опять же, перечисляется преимущество этого чипа, очень быстрый, очень производительный, очень классный. Где и почем? Apple ответит. Я, кстати, сейчас пока посмотрю, что тут комментарий, говно полное, не сотворится мира, плюс селфи-портрет. Вот особенно, знаете, ребят, я вам что хочу сказать. Тех, кто ожидал больше, тех, кто ждал, тех, кто разочарован, я вас убеждаю, вот вспомните мои слова, можете записать где-нибудь на листик, и вы убедитесь в том, что как только вы впервые пощупаете iPhone 10, вы будете в восторге. Время работы он как минимум на 2 часа дольше работает, чем iPhone 7. То есть не супер, но вполне себе. But it's worth hitting on the highlights again because there has never been anything like it. 64 bits, 6-core design, 4.3 billion transistors, 2 high-performance cores, 4 high-efficiency cores, our new second-generation также performance поддерживает controller на that технологии uses QI построена беспроводная зарядка first и Apple design круто. graphics processing unit, the brand new ISP that improves autofocus, the video encoder that does real-time motion analysis while you're shooting video, the neural engine, and of course, the secure enclave to Говорит о том, что наша команда хотела сделать беспроводную зарядку еще лучше. sure as you expect, does come with a hit to battery life. Мы хотели двинуть технологию вперед, и мы сделали некий sneak-peek. Сейчас объясню, что это такое. Многие из вас делают это зарядку устройств. Просто, кстати, не показали, но вы это, ладно. Он сейчас говорит о том, что каждый из нас заряжает свои устройства, когда вы путешествуете. Wireless. Just like iPhone 8, iPhone X is also built for a wireless world.
It has Qi charging through the glass back, and it will work with the Qi charging devices, like the ones we mentioned earlier from Mofin. Это подставка, на которую вы кладете ваш iPhone, There are a lot of great devices that are going to start to come to market, particularly because of iPhone 8. В общем, Apple сделала свою умную подставку для зарядки всего. Wireless charging experience even better. Our team wants to create something. I think Класс. В общем, сделали подставку для зарядки всего, для iPhone, Apple Watch и AirPods. Знаете, что очень обидно? Я купил свои AirPods месяца полтора назад, и они не поддерживают беспроводную зарядку. Я очень разочарован. То есть, по факту, Apple перевыпустила AirPods, которые теперь поддерживают беспроводную зарядку, и это, знаете, такой себе небольшой плевочек в нашу сторону, но да шут с ним. We think we have an idea of how to make this a better AirPower. experience. Док-станция от Apple, я уверен, стоить она будет какой-нибудь в районе $100 или что-то около того. It starts to charge. And it's a beautiful new interface. It doesn't stop there. You can place your Series 3 Apple Watch down on it, and it starts to charge as well. Он говорит о том, что You can команда place your Apple тем, AirPods with the optional чтобы new wireless charging будет case on it, доступна and it starts to зарядка от charge Apple в as следующем well. году будет They all доступна. charge. Я так думаю, вместе с AirPods. И, собственно, перечисление всех технологий, которые внедрены в новом iPhone, блин, не перестаю следить. Нас все больше и больше, ребят. Спасибо вам огромное за то, что вы смотрите. Правда, очень приятно. Я не ожидал, что будет такое количество людей. Ролик. Баба. We call it AirPower. Смотрим, естественно, без комментариев. We hope people love it, that it encourages others to create more advanced solutions based on technology like this. We're going to be working with the Qi Standards team to incorporate these benefits into the future of the standards. Wireless charging better for everyone. So look for the AirPower charger next year. Screen hard to discern. So that is iPhone 10. Custom OLED panel Is the future of the was engineered to smartphone. fold and seamlessly It is packed with many innovative features, surfaces. huge list, we won't go through them all. Buttons And they add up to a display new, touch and better gestures. experience. There's no home button. We're so excited about iPhone takes 10, you to the home we created a A more responsive touch system means the gestures in iOS 11 are more fluid. The polished stainless steel band reinforces the water-resistant all-glass design. This new glass formulation, the most durable ever in a smartphone, enables new integration, wireless making the boundary between the device and the screen hard to discern. Camera system. The custom OLED panel was engineered to fold and seamlessly combine with the external surfaces. Mechanical buttons give way to touch and gestures. There's no home. It maps the unique geometry of your face with over 30,000. A single swipe takes you to the home screen. A more responsive touch system means the gestures in iOS 11 are more fluid. The polished stainless steel band reinforces the water-resistant all-glass design. This new glass formulation, the most durable ever in a smartphone, enables for the first time wireless charging. Or use Apple Pay. Our new True Depth camera system, contained within this tiny space, uses extraordinary depth sensing technology to let you unlock your phone with a glance in real time. We call this Face ID. It maps the unique geometry of your face with over 30,000 invisible dots. This data is analyzed by the neural engine on the A11 Bionic chip, the first of its kind. Based on your photographic principles, iPhone now recognizes you, even in the dark, and will adapt to your physical changes. This makes your face your secure password. So with just a look, you can authenticate your phone or use Apple Pay. The True Depth camera also enables new experiences, like bringing emojis to life by mapping more than 50 facial muscles in real time, so you can be happy or sad or cross. Both the front and rear-facing cameras now have portrait mode,
And for the first time, you can actually define the light in a scene. Фух, ну что, ребята, отличный ролик. Я знаю, что я читал ваши комментарии, пока шел ролик. Многие недовольны, разочарованы с тем поздних, опять же. Но поверьте мне, ребята, это технология будущего. Я уверен, что ценник будет 1100 либо 1200 долларов, но сейчас посмотрим. Интересно, когда будет предзаказ. Если он будет позже, конечно, придется очень долго сидеть и ждать новый iPhone. Естественно, экологически. Две конфигурации. 64, 256, никаких 512. 999. 1100 будет. Заказ 27 октября. Доставка 3 ноября. Это будет первый раз в моей жизни, когда я не бегу покупать iPhone 8. Для создать новый. Итак, вот нынешний ценник, нынешняя линейка айфонов. iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X 10. Надо приучать себя к сигарете iPhone X 10. Прикольная комбинация. iPhone 8 и с рожденным iPhone 10. Фух, ну и что, есть возможность подсобирать бабла немножко. И 10 лет назад Стив представил iPhone. Also comes in two configurations, 64 gigs and 256 gigabytes. It'll be priced $9.99. You can order it starting on October 27th and begin to ship on November 3rd. This is the future of the smartphone shipping this year. So this is our lineup for the holidays. Now, every year we say it's a great lineup for the holidays, and it is. Я всегда стараюсь ехать туда, где шайба будет. Видимо, хоккеист это говорил. И Apple движется туда же. И вышел Тим Кук, говорит о том, что iPhone X это действительно будущее. Рекламка, которую Тим Кук хочет еще показать iPhone. 10 years ago, Steve introduced the world to iPhone. He closed with a quote from Wayne Gretzky. It said, "I skate to where the puck is going to be, not where it has been." Steve said that's what Apple does, skate to where the puck is going to be. And that is what iPhone 10 is all about. Thank you. Back to you, Tim. Очень похоже на то, что дефицит будет с iPhone 10. Думаю, реально его купить может быть в январе, в феврале, не раньше. Ребят, пока заканчивается презентация, зал полон овациях, люди в восторге. Я уверен, те, кто сейчас говорят, что это полная туфта, лажа, также изменят свое мнение в ближайшем будущем. И, собственно, Тим Кук проговаривает все, что было сегодня озвучено. У меня большая просьба, ребят, пока вы не разбежались. У меня на канале сейчас 49 тысяч подписчиков, 49 тысяч 6 подписчиков. Вас сейчас смотрит 30 тысяч подписчиков. Если каждый третий хотя бы сейчас подпишется, просто не в облом. Нас будет 50 тысяч. Для меня большое количество подписчиков. Круглая цифра. Вам не в лом. Давайте быстренько подписываемся на канал. Обязательно мы посмотрим на iPhone 8, на iPhone 10. Сравним их. Поговорим об iOS 11. Новых технологий. И это правда будет очень здорово, если мы прямо здесь и сейчас соберем. Но пока Тим Кук озвучивает, что и как было сегодня на презентации, подводит такие себе итоги, я предлагаю вам также их подвести. Мы сегодня увидели Apple Watch Series 3 с возможностью звонить. Давайте, наверное, дослушаем Тима Кука и потом подведем итоги. iPhone 8. A beautiful glass design, incredible cameras, wireless charging, A11 bionic chip, and of course, powerful AR capabilities. We think you're going to love it. An iPhone 10, the most advanced iPhone we've ever made. Incredible new design, Face ID, true depth camera system, and more powerful technologies than we've ever put in an iPhone before. It really is the future. Тим Кук благодарит всех в Apple, кто сделал этот день возможным, просит подняться инженеров,
One of the ways that I believe people express their Достаточно большое appreciation to количество the rest of работников humanity Apple, которые работали над этими продуктами сейчас в зале, не только журналистов. Кстати, зал намного больше, чем казался really по hard at фотографиям. Apple to create wonderful things. And everyone that works so hard. And we hope you love what we've introduced today. Он говорит, все, кто работал I над этим think we're театром, be really proud of them. About this theater. It's an unbelievable I'd like to thank everyone at Apple есть территория, где можно будет, где журналисты сейчас смогут потрогать девайсы. И Тим Кук благодарит тех, кто пришел сегодня на нас в презентацию. И, в принципе, как бы все, закончилась на этом презентация. Слава Господи. И давайте вот так вот, лицом к лицу познакомимся. Я Егор, кто не знаком. В принципе, все. Мы увидели, по факту мы сегодня увидели Apple Watch новые. Нам уже не надо. Мы сегодня увидели новые Apple Watch Series 3. И будут две модели с возможностью звонить и без возможности звонить. Как это будет все реализовано в странах СНГ, непонятно на данный момент. Увидели новый iPhone 8, Apple TV 4K и iPhone 10, который также был представлен, но поступит в продажу намного позже восьмерки, но при этом с функцией Face ID, с новым крутым супер Retina дисплеем. И, в общем-то, все. Об iOS 11 практически не говорили, это очень здорово. Мы ее увидим очень скоро. Ценник на новый iPhone 10 $1000. Я думаю, за топовую модель будет 1100 либо 1150. И купить реально, пощупать в руках вы сможете где-то ближе к Новому году. В общем-то, если коротко, то все как-то вот так вот произошло. Спасибо за то, что смотрели. Мне, правда, очень приятно. Я сам был в шоке от такого количества зрителей. Сразу же уже отсеялось, черт знает сколько людей, уже около 20 тысяч смотрит. И предлагаю, ребят, всем, кто остался, реально, давайте вот прямо сейчас вместе с вами добьем до полтинника подписчиков на канале. У нас сейчас 49 406. Давайте вот сейчас возьмем круглую цифру, и я пойду спокойно отдыхать с чувством выполненного долга, что мы так прикольно посидели вместе, а вы сделаете мне приятненько. Почему нет? Видосики будут очень скоро, очень много и классных разных. Так, что там у нас? Давайте наберем 50 тысяч. Ребят, неужели так сложно 50 тысяч собрать? Активно люди подписываются в Инстаграм, это правда очень-очень прикольно. Не знаю, сколько людей вот сейчас подписалось, наверное, с полсотни. Но нам нужно сейчас, здесь и сейчас собрать срочно людей подписчиков на канал. Несложно, подпишитесь, все будет здорово. В целом, если интересно мои впечатления и ощущения от презентации, то двоякие. С одной стороны, я в принципе не очень верил во все эти Face ID и прочие приколы. И когда читал обо всем этом, это все было скрыто до презентации, ничего нового нам не показали, но между тем показывать читаешь об этом в журнале, это одно. Когда показывает Apple на презентации, это совершенно другое. Когда ты щупаешь это в руках, это вообще третье. И я уверен, что это все будет очень круто реализовано, очень классно будет работать. Ребят, давайте пока я делюсь своими впечатлениями, добавляем. Осталось 440 человек. Давайте не обломитесь, и будет классно. В принципе, это все. Единственное, что расстраивает, это то, что iPhone 8 будет доступен к предзаказу аж в октябре, то бишь продажа iPhone 8 это, я уверен, подшатнет. И, в принципе, многие из вас iPhone 8 смогут купить намного-намного раньше, чем, например, iPhone 7 в прошлом году. Я в этом уверен, поскольку такие, как я уверен, будет много, и подождать iPhone 11 и выкрутиться с ним. В то же время, я думаю, что iPhone 10 для Apple это, скорее всего, такой экспериментальный девайс. Вряд ли бы компания стала бы выпускать два девайса одновременно в один и тот же год календарный. То есть явно в iPhone 10 можно ждать в iPhone 10 можно будет ждать каких-то шероховатостей. Они будут 100%, и будьте к этому готовы. Я
То есть вы должны понимать, либо вы берете точно классный iPhone 8, в котором получаете весь функционал, который есть в семерке, плюс еще плюшечки, не задорого относительно, и при этом он у вас будет отлично работать. С десяткой, я уверен, будут какие-то проблемы, будут какие-то качели, поскольку девайс не откачанный, не откатанный, технологии не откатанные. Ребят, 350 подписчиков. Нас сейчас смотрит 10 тысяч. Давайте вот каждый 3 подписался, и мы закончили, а? И, в принципе, вот так вот. Спасибо за трансляцию. Ребята пишут, iPhone выйдет в этом году или нет. Да, в этом году выйдет. Все пишут, спасибо за трансляцию. Спасибо вам, ребят, за трансляцию. Я не читаю сейчас комментарии, просят ответить. Ребят, я всегда отвечаю в Телеграме, в Твиттере, везде, We've just started. We've just started, but the feedback has been fantastic.